Всем привет! Сегодня у нас расклад «Новая глава твоей жизни начинается». Для сигнификации посмотрим, что завершает старую главу твоей жизни. И обязательно приходите в закрытые расклады. Они там более интересны, более умные. Ну а что, я вас приглашаю, и так все со мной уже. Кто не со мной, тот не со мной. Итак, я думаю, что начнем наш расклад. Итак, единички. Что главу старую закрывает? Ну, знаешь, по карте твой период прошлый — это вот ты как мамочка-наседка. Все вокруг тебя крутилось, уют ты создавала, вкладывалась в дом, в работу, в детей, проекты нянчила. Но сейчас это все едет в тартарары. Последний удар, он уже на подходе, полный крах системы, где ты вот была центром вселенной. Ты на себе все держала. Теперь ты поймешь, что вот этот тупик, ты уже поняла. Тебя предали, кого ты опекала. Ты сама загналась в роль вот этой благодетельницы, где в душу наплевали. И вот все, что ты строила, вот это вот, как сказать, не милосердие, а вот это помогательство, да, это рухнет в одно мгновение. И это не мелкая ссора какой-то, это вот такой пипец, после которого прежней жизни точно не будет. Ты прям сейчас чувствуешь, как старые опоры, они трещат по швам. Но цепляться бесполезно. Время всех кормить пирожками, оно закончилось. Пора осознать, что твоя жертвенность, она тебя довела до такой точки, где остались только нож в спине и иллюзии разбитые. Посмотрим, что плохого и что хорошего. Но сначала плохое посмотрим. Что плохого принесет новая глава твоей жизни? Ну, знаешь, развод мозга тебя ждет. Снаружи ты будешь изображать, что все хорошо, все пучком, улыбка до ушей, посты в соцсетях про успешный успех, подругам будешь врать, что жизнь удалась. А внутри полный распад. Предательство близких вскроется, сама сдуешься от постоянного вранья самой себе. Девятка кубков тут не про радость, нет. Это про вот эту заглушку боли шопоголическую или алкогольную. И будет момент, когда ты поймешь, что сидишь в пустой квартире с дорогим вином и нулем эмоций. И все вот эти успехи, они оказываются фейком. И хуже всего, что окружающие купятся на твой спектакль и начнут тебя использовать. Будут деньги тянуть, время, твою энергию, пока ты не лопнешь. Прям вот как в сериалах, да, чем громче кричишь «я счастлива», тем глубже у тебя будет яма. Что хорошего новая глава в твоей жизни принесет? Ну, знаешь, ты перестанешь бегать, как вот белка в колесе. И свою голову услышишь, интуицию свою. Жрица прорвется через всю вот эту мишуру. Ты откажешься от пустых встреч, от токсичных людей. Ты начнешь видеть суть того, чего ты вообще хочешь. Сначала будет похоже на депрессию. Будешь дома сидеть, звонки игнорировать, апатию чувствовать. Но это не упадок будет, нет, это будет перезагрузка. Потому что вот мозг твой, он устал от вот этой тупой гонки и тишины хочет, он прям требует тишины. В итоге ты осознаешь, какие предложения были пустышкой, вот эти все
Ой, давай сотрудничать от вот этих токсичных подружаек. И будешь видеть, где спрятаны реальные возможности. А главный бонус — ты научишься отличать свое «надо» от навязанного «надо». И выкинешь из жизни 80% говна, которое годами тащило. Какой совет? Ну, знаешь, задача твоя сейчас — это не избегать конфликтов, а идти в них лоб в лоб. Если кто-то лезет с советами, критикует выбор твой, пытается вернуть тебя в старую жизнь, рви этих мразей на части. Прости меня за выражение. Пятерка жезлов про то, что придется драться за каждый шаг вперед. С семьей, с подругами, с коллегами. Вот не бойся мосты сжечь. Смерть, она требует тотальной зачистки. Вырежи из контактов всех тех, кто тебя назад тянет. Работу смени, если надо. Вынеси на помойку вещи, которые тебе о прошлом напоминают. Больно будет, да. Жалко, да. Слезы, истерики, да. Но это единственный способ родиться заново. Тебе нельзя останавливаться. Либо ты сейчас все похоронишь и начнешь с нуля, либо сгниешь в полном какашках. Тут выбора нет. Обязательно приходи в проживание арканов. Ты это все выстроишь, наладишь, и все будет хорошо. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, двоечки. Ну, знаешь, да, первый вопрос — это что завершает вторую главу. Ну, у тебя, знаешь, прошлая глава, она как вот духи дорогие, только вот с крышечкой открытой. То есть выдохлись. Ты создала иллюзию стабильности. Деньги вроде есть, там быт отлажен, внешне все шикарно, а внутри пустота. Ты играла роль вот этой вот «я успешная и независимая женщина, которая все контролирует». Но это был театр одного актера. За вот этими всеми красивыми декорациями ты прятала страх, ты вот боялась признать, что свободы нет настоящей. И сейчас этот, как сказать, театр рушится. То есть завершается период, когда ты кормила себя сказками про вот это «я сама, мне никто не нужен». Знаешь, снять корону пора и признать, что ты устала тащить все в одиночку. А эта якобы денежная независимость, она просто стала твоей тюрьмой. Ты как белка в золотой клетке. Блестит, все красиво, а дверца-то закрыта. Вот старая глава заканчивается тем, что ты наконец-то перестанешь притворяться. Притворяться, что тебе хватает вот этой показухи. Не хватает. Ты врешь. Что плохого принесет? Ну, знаешь, полный мощный пипец. То есть ты останешься без вот этого эмоционального костыля. То есть мужчина, который казался твоей опорой. Этот мужчина с его вот этим «я тебя понимаю, я всегда буду рядом, мы с тобой до конца, я всегда помогу», он сольется. И знаешь, дело даже не в нем, а в том, что ты поверила в эту иллюзию надежности. Знаешь, тебе придется просто резко повзрослеть. Никаких спасательных кругов в виде чьих-то там обещаний не будет, нет. Тех, кто реально поможет, можно будет по пальцам пересчитать, причем на одной руке только. Остальные просто вот постоят в сторонке и посмотрят, как ты барахтаешься. И знаешь, момент будет, когда ты почувствуешь себя брошенной прям вот на дне.
Кричать будет бесполезно, помощи ждать неоткуда. Но именно это и будет твоим двигателем. Ты поймешь, что рассчитывать можно только на себя. Что хорошего, ну знаешь, после всей вот этой жести ты увидишь, как говорится, свет в конце унитаза. Сначала будет ощущение, что ты на дне. Ни денег, ни поддержки, одна сплошная жопа. Но именно вот этот пипец, он встряхнет тебя, вот, как сказать, как взять за шкирку, да и встряхнуть. Ты узнаешь, кто твои настоящие люди. Не те, кто кидается вот этими словами, знаешь, вот когда болеешь, тебе говорят, не болей. И ты такой думаешь, ладно, не буду. Я же так. Вот у тебя такие тоже. Давай, ты справишься, ты сильная. А дел нет. Ну, в смысле, помощи нет. Понимаешь? И ты узнаешь, кто настоящий. Понимаешь? Кто денег в долг даст без процентов, без ничего. И те, кто вот эти вот «давай не болей». И вот первый это будут не подачки, которые деньгами помогут. Это будет реально рука помощи. Ровно столько, чтобы ты смогла снова подняться. И ты научишься помощь принимать без вот этой чувства вины и отдавать, не ожидая благодарности. По деньгам, знаешь, легче станет. Но не потому, что упадет на тебя мешок с неба с деньгами. Нет, ты начнешь возможности видеть. И главное, ты поймешь, что независимость — это не про одиночество, а про умение стоять на своих ногах, даже когда другие готовы тебя, как говорится, поддержать. Понимаешь? Какой совет? Ну, знаешь, ну, ты сейчас, как вот этот по канату ходит же, как называется, не ловелас, я забыл, как называется, канатоходец. Вот ты как канатоходец над огромной такой пропастью. Нужно балансировать между вот этим взять все и балансировать между не сойти с ума. Не пытайся прыгнуть выше головы. Выбери для себя 2 самых важных дела и в них бей в одну точку. Вот прям как дятел в дерево хреначит, вот ты точно так же. Остальное в мусорку. Твоя главная ошибка — это пытаться контролировать каждый шаг. Расслабь свои булочки. Пусть некоторые вещи идут ко дну. Боль будет, я согласен с тобой. Придется по-живому резать. Особенно вот в плане отношений. Ты не зализывай раны, а контакт рви с теми, кто тебя вниз тянет. Страшно будет, да, ошибаться будешь, да, но если ты продолжишь держаться за прошлое, то у разбитого корыта останешься. Тот, кто ушел, он сделал тебе этим подарок. Не копайся в этом, а почему? А почему он меня бросил? Лучше вперед смотри. И отключи вот этот свой перфекционизм. Идеальных решений не будет, их не существует. Действуй, вот как сказать, хотя бы лежи в плане своей мечты. Ой, в плане, говорю, в сторону своей мечты. Даже если страшно. Идти не можешь — ползи, ползти не можешь — лежи в ту сторону. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки для сигнификации, что завершает старую главу твоей жизни. Ну, знаешь, Дон Кихот. Вот прям реально ты Дон Кихот была. Понимаешь, это вот эта странная бесконечная драка с ветряными мельницами. Ты как бабайка с метлой вот на пороге стояла и всех отгоняла. Кричала: это моя территория, никто сюда не заходите в мою территорию.
То есть ругалась теми, кто лез не в свое дело. И дело не в том, что ты зря там свои границы защищал. Нет, повод был. Но вся вот эта война, она тебя выжила как лимон. И сейчас эта херня, она наконец заканчивается. Ты поймешь, что пора перестать быть вот этим пограничником на минном поле. Все твои вот эти стычки, споры, выяснение отношений — это тухлая тема. Ты уже 100 раз доказала, что ты можешь за себя постоять. Но теперь твоя новая задача — не превращаться в этого вечного сторожа. Понимаешь? Вот последний гвоздь в крышку гроба твоего вот этого старого «я» — это тот момент, когда ты осознаешь, что ты тратишь силу на войну, а не на жизнь, понимаешь? В общем, хватит бегать с пистолетом за каждым, кто тебе на ногу наступил там где-нибудь в очередь. Просто прекрати это. Что плохого новая глава твоей жизни принесет? Ну, знаешь, тут пригорать будет по-крупному. Знаешь, новая глава — это вот если бы как ты решила построить дом, но наняла 2 рабочих. Одного вот это перфекционист с огромным планом, а второй клоун с краской, с петардами и вот этим жмякающим носом, как его называется, свистящим, вот когда нажимаешь звонок. Вот первый — это твоя попытка все контролировать. Она будет орать. А орать что? Фундамент идеальный должен быть и так далее. А второй — это твое внезапное «а, пофигу, давай прыгнем завтра с парашютом». Этот вот фундамент весь взорвет. То есть у тебя вылезет жопа в 2 вариантах. Либо ты упрешься в правила, как баран, и упустишь возможности, либо начнешь фигачить спонтанные поступки без логики. Понимаешь? Например, там работу можешь бросить внезапно, да, ради мечты, а потом поймешь, что мечта — это голый зад на морозе. Или наоборот, зажмешься в рамках и не заметишь, как жизнь мимо проходит. Туго тебе придется главу закрывать. Понимаешь? У тебя тут либо душить свою свободу, либо лететь в пропасть. А что хорошего-то? Ну, ты получишь то, о чем ты годами подругам трещала. Семейная идиллия, друзья вокруг, ощущение дома. Все это будет. Но нюанс тут есть. Это не идеальная открыточка. Нет. Счастье придет через мелкие какие-то хитрости, умение вовремя из конфликтов убежать, понимаешь? Например, муж забыл про годовщину, да, ты сделал вид, что не заметил. Зато он потом сам виноватым себя чувствует и тебе купит там путевку на море куда-нибудь там. Понимаешь? Или там научишься, как сказать, вот, или свекровь, забыл слово свекровь. Свекровь, например, с советами лезет, да? Ты киваешь, а делаешь по-своему. И тут не лицемерие, нет, это стратегия. Ты научишься острые углы обходить. Понимаешь? Он как барсик в темноте ходит, я его не вижу, он мне издалека мяу, типа, где я нахожусь, чтобы не наступил на него. И вот эта твоя стратегия, это даст тебе вот это самое тепло в отношениях, о котором ты мечтала. Иногда придется лукавить, да, или там концы в воду прятать. Но результат того стоит. Ты перестанешь рвать волосы из-за всякой мелочи, из-за всякой ерунды. Какой совет? Знаешь, пора перестать метаться. Тебе нужно, знаешь, четко понять, чего ты на самом деле хочешь от жизни, а не то, что навязывают тебе там окружающие. Если выбираешь между удобным вариантом и тем, от которого жопа горит, извини меня выражение, бери второй. Но не как дурочка на эмоциях, да, а все взвесь. Твой главный инструмент сейчас — это голова холодная. Понимаешь?
Отбросила сантименты, посмотрела на факты, приняла решение, и бах, ты уже действуешь без оглядки. Нужно отношения рвать — рви. Сменить работу хочешь — вали. Но не тяни кота за яйца. И забудь вот про это «а что про меня подумают?». Знаешь, тут либо ты честна с собой, либо живешь в дерьме, извини меня за выражение. И выбор сейчас критический, потом ты его не переиграешь никак. Понимаешь? И, конечно же, помни, что дед тебя ждет в проживании арканов. Если ты, конечно, с дедом, а не мимо проходящий кто-то. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик, и я всегда рядом с тобой.